Приготовьтесь. Сейчас я разнесу в пыль то, что вы считали наукой. Учебники, фильмы, советы врачей, факты, которые вам годами вдалбливали в голову – все это трещит по швам. Вы узнаете 20 научных фейков, в которые до сих пор верят даже ученые. И да, некоторые из этих истин вы повторяли вчера. Так что пристегните мозги, мы начинаем разрушать ваши знания. Красиво, жестко и навсегда. Факт первый. Ты используешь всего 10% мозга. Представь, что будет, если активировать остальные 90%. Эта фраза породила фильмы, книги, тренинги и целый культ скрытого потенциала. Но правда куда скучнее и куда красивее одновременно. Мы используем 100% мозга. Просто не одновременно. Даже во сне работают множественные зоны коры, подкорковые структуры, системы памяти, эмоций, сенсорной обработки. Нет ни одного участка мозга, который был бы неактивным мусором. И если бы человек действительно использовал только 10%, мы бы даже не смогли стоять, говорить, видеть, понимать или дышать. Оставшиеся 90% были бы мертвые ткани. Это не суперсила. Это состояние пациента с тяжелейшей травмой. Это не эволюция, это овощ. Этот миф возник после грубого искажения исследований конца 19 века, а затем полностью исказился поп-культурой. Увы, сверхспособностей нет. Есть только нейробиология и огромная машина из миллиардов нейронов, которые работают без выходных. Поэтому да, вы уже используете весь свой мозг. И если результат вас не впечатляет, это не из-за процента. Это из-за содержимого. Факт второй. Миф о стилях обучения – один из самых живучих научных вирусов 21 века. Людей десятилетиями делили на визуалов, аудиалов, кинестетиков, будто это гороскоп, выданный под видом педагогики. Ирония в том, что этому верили не только преподаватели и родители, этому верили даже ученые, которые сами учили студентов думать критически. А работать это не работает вообще, ни капли, ни на грамм. Если бы стили обучения были реальными, то аудиалы проваливали бы экзамены с текстами, визуалы проваливали бы лекции без картинок, а кинестетики падали в кому при виде школьной парты. Но все это красивая фантазия, которую уничтожили крупные метаанализы. Истина неприятно простая. Человеческий мозг обучается одинаково, не через стиль, а через нормальные вещи – внимание, повторение и осмысленную практику. Миф о стилях обучения выжил только потому, что он удобный. Приятно думать, что ты особенный тип мозговой проводки. Приятно объяснять свои провалы, но я же аудиал, мне это неудобно. Это как гороскопы, только с лицензией Министерства образования. Так что если вы до сих пор считаете себя визуалом, расслабьтесь. Ваш мозг работает так же, как у всех остальных. Он не особенный, он просто ленится, как и вы. Факт третий. Если вы когда-нибудь слышали, что стекло – это жидкость, которая просто течет очень медленно, не спешите краснеть. В эту чушь верили даже люди с учеными степенями, десятилетиями. Некоторые верят до сих пор. Миф родился из простого наблюдения. В старых зданиях окна снизу толще, чем сверху. И вот логичный вывод. Стекло стекало вниз по капле столетиями. Как мед, только в 100 тысяч раз медленнее. Проблема в том, что стекло не жидкость и никогда ей не было. Это аморфный твердый материал. Да, атомы в нем не уложены в идеальный кристалл, но и не двигаются свободно, как в жидкости. Они сидят на месте жестче, чем многие подписчики в комментариях. Почему же старые окна кривые? Потому что их делали вручную при температуре 1000 градусов, выдувая неровные стеклянные пластины. И монтировали так, как получалось. Толстая часть вниз, просто чтобы окно было прочнее. Никакой мистики, никакой текучести, только кривые руки древних стеклодувов. Итак, реальность проста. Стекло не течет. Но миф течет от учителя к ученику, от лектора к студенту. Медленно, но уверенно. Факт четвертый. Если вы уверены, что вода в раковине закручивается по часовой стрелке в одном полушарии и против часовой в другом, расслабьтесь, вы в очень большой компании. Этот миф любят туристы, гиды, учителя географии и каждый второй блогер. Правда только в одном. Эффект Кориолиса действительно существует, но он настолько слабый, что ему не то что раковину, ему бы хотя бы футбольный мяч сдвинуть. Он влияет на огромные объекты, на циклоны, океанические течения, глобальную циркуляцию воздуха. Но вот на вашу ванну, раковину или унитаз – нет. Почему же вода закручивается? Потому что вы криво открыли кран, потому что чашка неровная, потому что в воде есть малейшее движение, завихрение, наклон или микропоток. Раковина – это хаос, где работает все, кроме физики большого масштаба.
Но миф живет, потому что звучит красиво. Люди обожают тайные силы, особенно если они географические и загадочные. Гиды в Африке даже ставят шоу. Видите? Вращение вправо. Теперь сделаем 3 шага и вращение влево. Спойлер, они просто аккуратно подливают воду под нужным углом. Итак, эффект Кориолиса реален, но если вы объясняете им слив в раковине, это уже не физика, это магическое мышление. Факт 5. Мы привыкли видеть льва как идеального хищника, царственного, могущественного, доминирующего и постоянно охотящегося. Но реальность немножко унизительная для короля. Большую часть охоты в прайде выполняют львицы. Они быстрее, выносливее и действуют группой. Они добывают пищу, координируют засады, бегут километр за антилопой, и все это без короны. А чем же занят самец? Он охраняет территорию от других самцов, защищает прайд, много спит, первым ест добычу, которую ловят львицы. Лев не охотник-одиночка, он главный телохранитель, а не главный добытчик. И да, львицы могут прожить и без него, а вот он без них почти нет. Миф о короле охоты – это эффектный образ, но никак не научный факт. Факт 6. Ну и все смотрели детективы, где эксперт solemnly заявляет: ДНК совпала на 100%, дело закрыто. И у зрителя создается впечатление, что анализ ДНК – это абсолютная магическая истина, без единой ошибки. Но правда намного сложнее и куда менее кинематографичная. ДНК не штрих-код, не уникальный QR-код личности. Это огромная последовательность, из которой криминалисты изучают только маленькие участки – маркеры. Они не дают 100% совпадения, они дают вероятность, и иногда эта вероятность может сыграть злую шутку. Были реальные случаи, когда совпадение почти идеальное приводило к аресту невиновных. Были случаи перекрестного загрязнения, когда образец случайно смешивался с другим. Были случаи, когда одинаковые маркеры встречались у родственников, и следствие шло по ложному следу. Технология мощная, революционная, невероятно полезная, но она не всесильна. Идея о том, что ДНК никогда не ошибается, это голливудский миф, который распространился быстрее научных фактов. Наука точная, но детективы нет. Факт 7. Вы наверняка слышали фразу «кристаллы растут, значит они живые». Удивительно, как часто это звучит даже от людей с научным образованием. И действительно, кристаллы растут, имеют форму, могут размножаться, если рассматривать их способность образовывать новые структуры. На первый взгляд, поведение почти как у организмов. Но главное слово здесь – почти. Кристаллы – это не жизнь. У них нет метаболизма, нет генов, нет способности эволюционировать. Они не потребляют энергию, не адаптируются к изменениям среды, не реагируют на стимулы в биологическом смысле. Да, природа дает нам иллюзию живого поведения, когда химические структуры ведут себя организованно. Но это просто физика. Молекулы соединяются по правилам, как детали конструктора. Красиво, иногда даже пугающе похоже на жизнь, но это не жизнь. Хотя, кто знает, сколько еще сюрпризов скрывает мир материи. Факт 8. Всю жизнь нам повторяли: использование инструментов – главная черта, отличающая человека от животных. Молоток, палка, рычаг, копье – все это свидетельство нашей уникальной разумности. Но природа смеется над этим мифом уже десятилетия. Шимпанзе делают палочки, чтобы доставать термитов из гнезд. Вороны сгибают проволоку в крючок, чтобы достать приманку. Выдры используют камни как молотки, разбивая ракушки. Октопусы носят половинки кокоса как щит и убежище. Некоторые животные не просто используют инструменты, они создают их, тестируют, запоминают, передают навыки друг другу. Это не случайность, это культура. Мы не уникальны, мы просто лучшие в массовом производстве. Но сама способность использовать предметы – это не привилегия Homo sapiens. Это нормальная часть эволюции, которая появляется у тех, кому она нужна. И чем больше ученые наблюдают за животными, тем очевиднее становится: единственный вид, который в это не верит – люди. Факт 9. Учебник всегда казался источником чистой истины. Формулы, схемы, факты, которые преподносятся как окончательная версия реальности. Поколение за поколением учатся одному и тому же, но научный мир живет совсем иначе. Он обновляется, спорит, рушит старые представления и строит новые. Проблема в том, что учебники делают это крайне медленно. То, что сегодня считается фактом, завтра может оказаться ошибкой, неверной интерпретацией или даже опровергнутой теорией. Классические научные истины, которые мы учили в школе, часто десятилетиями отстают от текущих исследований. Например, карта вкусов языка – ошибка перевода. Пищевая пирамида – лоббистский продукт. Мозг работает на 10%. Фантазия. Стекло – жидкость только в мифах.
Учебник — это фотография науки, сделанная в прошлом, а реальная наука — это бесконечное видео, которое продолжается прямо сейчас. И чем больше вы доверяете учебнику, тем больше шанс, что вы живете в мире, который перестал существовать. Факт 10. В школе нам говорили, в космосе звук не распространяется. Точка. Абсолютный вакуум, никаких волн, ничего. Но это полуправда, доведенная до мифа. Да, обычный звук, тот, что проходит через воздух, воду или металл, действительно не может путешествовать в пустоте. Но космос неоднороден и не полностью пуст. Между звездами и галактиками есть огромные облака плазмы, газа, пыли, и эти среды вполне способны проводить вибрации, просто космический звук не похож на земной. НАСА регулярно публикует звуки космоса. Это реальные данные, приведенные в слышимый диапазон. Черные дыры гудят, небулярные облака вибрируют, солнечный ветер поет. И хотя в космосе вы не услышите крик соседа по кораблю, сама Вселенная — это гигантская симфония, которую мы просто не можем воспринять без инструментов. Учебники упрощают формулировку, чтобы не грузить школьников плазменной физикой, но реальность куда интереснее. Факт 11. Этот миф живет настолько крепко, что даже взрослые уверены, кровь внутри организма синяя, а красной она становится только при соприкосновении с кислородом. Звучит красиво, логично, почти научно, но это абсолютный фейк. Кровь всегда красная. Оттенки могут меняться от ярко-алого до темного вишневого, но синей она не бывает никогда. Так почему же тогда вены выглядят голубыми? Ответ скучен и одновременно удивителен. Это оптическая иллюзия. Наши ткани по-разному рассеивают и поглощают свет, а кожа фильтрует спектр так, что красный цвет глубоко поглощается, а голубой отражается. Именно поэтому кажется, что вена синяя, но если ее открыть, что делать не надо, кровь будет все равно красной. Учебники для простоты промолчали о взаимодействии света с тканями, и миф стал массовым знанием. Факт 12. Эта фраза звучит как мудрость веков. Молния дважды в одно место не бьет. Ее используют, чтобы описать редкость, уникальность, невоспроизводимость события. Но природа смеется над этим выражением. Молния — это не прихоть, а физика. Она ищет кратчайший и наименее сопротивляющийся путь к Земле. И если конкретная точка, высокое дерево, башня или небоскреб является таким путем, она будет получать разряды снова, снова и снова. Empire State Building в Нью-Йорке поражается молнией до 25 раз в год. Некоторые вулканические пики — десятки раз за одну бурю. Даже один и тот же человек может получить повторный удар, и такие случаи задокументированы. Фраза «молния не бьет дважды» — красивая, но опасная метафора. Настоящая молния практична и предсказуема. Если вы стоите рядом с ее любимой мишенью, будьте уверены, шанс удара только растет. Факт 13. Это один из самых милых, смешных и одновременно жестоких мифов. Золотая рыбка ничего не помнит дольше 3 секунд. Звучит удобно, каждый круг в аквариуме как новый мир, каждый раз как первое знакомство с хозяином. Но реальность разрушает эту комфортную иллюзию. Золотые рыбки обладают длительной памятью, измеряемой неделями и месяцами, а не секундами. Они отлично учатся, проходят простые лабиринты, запоминают время кормления, различают людей, реагируют на звуки и сигналы. В экспериментах рыб учили ассоциировать звук колокольчика с едой, и они помнили его спустя 5 месяцев. Память 3 секунды – миф, который появился, чтобы людям было легче держать животное в маленькой стеклянной банке без угрызений совести. Но рыбка не декорация, она умнее, чем кажется. Факт 14. В голове у большинства людей сидит красивая схема. Жизнь идет по прямой, от одноклеточных к рыбам, к рептилиям, к млекопитающим, к человеку. Но эта схема – художественная фантазия, созданная учебниками для удобства. Эволюция не лестница и не прямая линия, а разветвленное дерево, где миллионы видов появляются, исчезают, вымирают и развиваются параллельно. И прогресс не ее цель. Эволюция не стремится к усложнению, она стремится к выживанию здесь и сейчас. Некоторые виды становятся проще, а не сложнее. Некоторые почти не меняются миллионы лет, потому что их стратегия уже идеальна. А некоторые случайные мутации, казавшиеся бесполезными, внезапно становятся ключом к выживанию в новом климате. Если перемотать Землю назад и запустить жизнь снова, человек мог бы никогда не появиться. Мы не вершина, а всего лишь одна из боковых веточек, которой повезло. Эволюция — это не марш вперед, а бесконечный куст, растущий во все стороны. Факт 15. В школе нам показывали идеальный шар. Гладкую голубую сферу, как стеклянный шарик. Создается впечатление, Земля — это идеальный геометрический объект. Но реальность куда менее аккуратная.
Земля не шар, а сплюснутый эллипсоид, который к тому же имеет десятки неровностей, вмятин и выпуклостей. Экватор выпечен наружу на 21 километра дальше, чем расстояние от центра Земли до полюсов. Гималаи поднимают поверхность вверх, а глубокие океанические впадины тянут ее вниз. А если смотреть не на кору, а на гравитационную форму планеты, то Земля становится еще страннее. Повсюду небольшие аномалии, пузырения, перепады силы тяжести. То есть наша планета не идеально гладкий шарик. Это немного перекошенный, слегка вздутый и местами кривоватый объект. Гораздо ближе к картофелине, чем к идеальному шару. Учебники упрощают картинку, но наука куда честнее. Земля красива своей неровностью. Факт 16. Этот миф мы слышали всю жизнь. Не давай детям сладкое, они станут неуправляемыми. Кажется очевидным, ребенок ест сахар, сахар дает энергию, ребенок взрывается. Но десятки контролируемых научных исследований доказали, что сахар не вызывает гиперактивности. Эксперименты проводили так. Одной группе давали сладкое, другой подсластитель без калорий, но родителям говорили, что именно их ребенок получил сахар. Результат – дети вели себя одинаково, но родители тех детей, которые получили сахар, начинали видеть в их поведении гиперактивность, хотя сахаром там и не пахло. Это называется эффект ожидания. Мы думаем, что ребенок будет беситься и начинаем трактовать любое движение как подтверждение мифа. Фактически это не биохимия, а психология взрослых. Сахар может дать краткую энергию, но он не превращает детей в ураган. Факт 17. Это один из самых распространенных медицинских мифов. Если заболел, выпей антибиотик, поможет от всего. Но антибиотики не действуют на вирусы вовсе. Ни капли, ни грамма, ни на один вирусный механизм они не влияют. Почему это важно? Потому что большинство популярных заболеваний вирусные. Простуда, грипп, многие ангины, ротавирусы, ковид, аденовирусы, бронхиты. И когда люди принимают антибиотики на всякий случай, они не лечат болезнь, убивают полезную микрофлору, создают антибиотикорезистентность, угрозу мирового масштаба. Антибиотики работают только на бактерии – стафилококк, стрептококк, пневмококк и другие. Но вирусы – это совсем другой враг, устроенный на уровне биохимии принципиально иначе. И да, неправильное массовое использование антибиотиков – это не просто миф, а реальная проблема здравоохранения 21 века. Факт 18. Почти каждый человек уверен, вкус равно язык. На нем рецепторы сладкого, горького, кислого, соленого, умами, значит он делает всю работу. Но это лишь половина правды. Большая часть того, что мы называем вкусом, это запах. До 80% вкусовых ощущений создаются не языком, а носом. Когда вы жуете еду, молекулы аромата поднимаются в нос через обратный ход, ретроназально, и создают то, что мозг воспринимает как вкус. Поэтому, когда вы простужены, еда безвкусная. Яблоко и картошка кажутся одинаковыми, если зажать нос. Вкусовые различия вин или кофе – это на самом деле работа обонятельной системы. Язык дает только базовые сигналы, но настоящий вкус – это совместная работа языка, носа и мозга, который смешивает все в один коктейль ощущений. Так что вы не просто пробуете едой, вы нюхаете вкус. Факт 19. Поп-культура научила нас думать, что черная дыра – это какой-то сверхмощный космический пылесос, который всасывает планеты, звезды и все, что приблизится. Но это красивое упрощение, не имеющее отношения к реальности. Черная дыра ничего не тянет к себе сильнее, чем любая другая масса такой же величины. Если бы Солнце волшебным образом заменили на черную дыру такой же массы, Земля продолжала бы спокойно вращаться по своей орбите. Никакого пылесоса, никакого катастрофического всасывания. Главная особенность черных дыр – не притяжение, а граница невозврата, горизонт событий. Все, что пересекает его, уже не может уйти. Но на расстоянии гравитация обычная. То есть черная дыра опасна только вблизи, но не потому что всасывает, а потому что у нее есть область, откуда нет пути назад. Это не космический пылесос. Это просто объект с огромной массой и с очень интересной границей. Факт 20. Каждый хоть раз слышал от родителей: не щелкай пальцами, суставы испортишь. Или спина хрустит, значит кости трутся. Но хруст суставов не признак разрушения и не трения костей. Звук, который вы слышите, это кавитация. Внутри суставной жидкости образуются маленькие пузырьки газа, и когда сустав резко двигается, пузырек схлопывается, создавая хлопок. Никакого стирания нет, никаких костей, трущихся друг от друга, тоже. Что говорят исследования? Многолетние наблюдения показали, что люди, которые намеренно щелкали пальцами всю жизнь, не имели больше артрита, чем те, кто этого не делал. То есть хруст – это просто звук газового пузырька, а не разрушение тела. Опасно только если есть боль, есть припухлость, есть ограничение движения.
Тогда это уже не щелканье, а реальная патология. Но обычный хруст — это просто ваша биология, а не поломка.